внимание, друзья, то правило, о котором я сейчас расскажу, стало для меня когда-то большим откровением. Но сейчас я уверен, я убежден, что это жизненно необходимо знать каждому мужчине, кто сейчас испытывает боль. Страдает по бывшей, хочет вернуть роднульку. Это, кстати, напрямую касается тотального игнора. Но об этом никто не говорит. Дай угадаю, как, скорее всего, ты аргументируешь себе эту боль, это желание возобновить с ней отношения. Ну, как я вижу на практике, это такие громкие слова, как «ну я же ее люблю», «она ведь такая хорошая», я просто этого не замечал. А вот сейчас я осознал, я все понял, я просто не уделял ей внимания, но сейчас понял, что это любовь. Да, это любовь. Но так ли это на самом деле? Ведь если вспомнить самое начало ваших отношений, она ведь была тебе не особо-то и нужна, признайся. Она сама вокруг тебя крутилась, что-то написывала, звала на свидание. Для тебя важнее было провести время с друзьями, съездить на рыбалку, на шашлыки. Ты не придавал ценности ее вложениям. Ну, есть у тебя время, да? Ну, вы увиделись. Если нет времени, значит, не увиделись. Ничего страшного. Давай даже посмеемся. Это банально. Если бы она тогда тебе сказала, что я ухожу, да ты бы ей сказал: дорогая, вот вперед из песни, дверь вон там. Но что произошло потом? Девчуля просто начала банально отдаляться. Не сразу тебе отвечать на сообщения. Где-то отказываться от встречи, ссылаясь на какие-то там дела более важные. Вкупе с теми ошибками, которые ты допускал, выходы на эмоции, да даже банальное одно слово «извини» в неумелых руках способно привести к угасанию чувств девушки. И все, ты поплыл, начал эмоционально вкладываться все больше и больше, так как ощущал этот холод от нее, что роднулька как бы ускользает от тебя. И вот от того, что ты начинаешь недополучать этой взаимной отдачи, начинаешь недополучать той обратной связи, которую ты бы хотел получить, ты, конечно же, начинаешь переживать. Ты начинаешь накручивать себе. А почему она так долго отвечает? Ведь раньше же такого не было. Почему она сегодня не приехала, ссылаясь на то, что ей нужно встретиться с подругой? Хотя раньше она бросала все дела, всех подруг, садилась на автобус, на электричку, с 3 пересадками в другой конец города к тебе. Что же сейчас? Неожиданно ты осознаешь, что она начинает занимать очень значимую роль в твоей жизни. Я бы даже сказал, главную. Признайся себе. У тебя уже друзья на втором плане. Ты готов отменить любую встречу с ними, отпроситься с работы пораньше, бросить свои дела. К чему я веду? Вот ты говоришь, что ты ее любишь. Но что я вижу? Я вижу, что просто в один момент, когда она дистанцировалась, ты просто поддался на эмоции и начал накручивать в себе эти переживания. Ты завысил значимость собственными руками. Может ли это означать, что это любовь? И что эту боль, которую ты сейчас испытываешь, это плод этой любви? То, что ты не можешь ни есть, ни спать толком? Да нет, конечно. Из раза в раз я читаю ту историю перед консультацией, которую вы мне присылаете. Вижу, как девушка ведет себя в конце отношений, перед разрывом. Насколько неприемлемо, насколько неуважительно. И у меня просто в голове не укладывается, как тебе может хотеться снова быть вместе с ней. Искренне не укладывается. Понятно, что у тебя затуманено сознание. Понятно, что ты неадекватно воспринимаешь сейчас реальность. Это все понятно. Но именно поэтому я пытаюсь сейчас открыть тебе глаза. Конечно, я понимаю, что может закрасться в голову один коварный вопрос. А если она в конце такая плохая, но в начале-то она была хорошая, она была инициатором по большей части. Так а где она настоящая? В начале, когда была хорошей, или в конце, когда плевать на тебя хотела? В конце, конечно. И я даже не буду голословным, а объясню почему. Дело в том, что так устроен наш мозг. Это коварная штука. Он успешно стирает из памяти вот эти последние события, которые предшествовали вашему расставанию. Эти деструктивные действия. А почему? А потому что невыгодно. Хотя я уверен, что именно на этот этап и стоит обратить пристальное внимание.
Ведь именно здесь бывшая ведет себя неуважительно и предает тебя, предает ваши отношения. А держать в голове тот ее хороший образ, который когда-то был в начале, и который являлся банальным режимом любви на самом-то деле, простым гормональным всплеском, друзья, это же не объективно, это жестоко. Главное осознать, что мозг тебя сейчас обманывает, и нужно не бояться увидеть правду. И вот этот вопрос страха я считаю очень важным для каждого мужчины, кто сейчас испытывает боль и страдает. Потому что здесь он наш помощник на самом-то деле. Не надо бояться увидеть правду, что Раднуль — это не тот человек, которого ты себе напредставлял, нафантазировал, выдумал. Пробило 12 часов, и карета превратилась в тыкву. Да, я понимаю, что вы через многое прошли, пережили чудесные моменты. Ездили путешествовать, с удовольствием поглощали суши под любимый фильм. Но это не карета, и ею никогда не была. Признать это больно, я согласен, но необходимо, чтобы выздороветь и обрести силу. Любовь ли это? Нет. Это всего лишь иллюзия близости, которую ты сам себе внушил. Не без помощи женщины, конечно. Она обладает высокой примативностью. И в тот момент, когда ты ей нравишься, ее инстинкты, и вот этот эмоциональный внутренний алгоритм позволяет ей выстраивать поведение так, что у тебя складывается вот это ощущение, что вы как будто родные души. Она может предугадать, что ты скажешь наперед. Она угадывает твое настроение, подстраивается под него. Вы кайфуете от совместного времяпровождения. Именно здесь у тебя складывается впечатление, что вот у нас так много общего, мы даже смеемся над одними шутками. Она даже за мной фразы договаривает. Юр, это же судьба. Судьба? А что потом происходит? Дальше пошла стабильность, предсказуемость, скука. У Раднульки просели гормоны, эмоции угасли. Это для нее чужой человек? По щелчку пальца. Это к наиболее частому вопросу, что неделю назад она говорила, что любит меня, а сегодня она собирает вещи, чтобы уйти. И именно такого человека ты хочешь вернуть и страдаешь сейчас? Хочется спросить, а в чем ценность того, что она к тебе вернется? Чтобы продолжить нуждаться, что-то доказывать, ломать себя, извиняться. Продолжить терпеть то, что она тебя ни во что не ставит, не уважает. В этом ценность. Как я себе это понимаю? Когда девушка уходит просто потому, что чувства пропали, куда-то испарились, я воспринимаю это как серьезный эгоистичный проступок, который можно сравнять с изменой. Именно так к этому стоит относиться. А если у вас есть дети, почему-то ее это не останавливает. И неважно, какими причинами она все это себе и тебе объясняет. Я не считаю, что это радикальная точка зрения. Я просто объективно смотрю на вещи. Хочешь эмоционального угара, дофамина, сумасшедших чувств? Пожалуйста, ради бога. Я ведь не против этого. Но просто не надо потом пытаться состряпать из этого что-то серьезное, стабильное, долгоиграющее. Тем более семью, заводить детей. Ведь они же потом будут за это расплачиваться. Но если по каким-то причинам ты все-таки хочешь вернуть бывшую, неважно по каким, ради опыта, эксперимента, практики, закрыть гештальт, в первую очередь необходимо провести работу над собой, над своей оленьей прошивкой. Этот шаг необходимый и крайне важный. В конечном итоге он повлияет на все. Он повлияет на финальный исход. Именно для этого и необходим игнор. Игнор – это не сидеть в кустиках, затаиться и ждать, когда Раднулька напишет. А в первую очередь это понять, а в чем тебе необходимо за это время измениться. Осознать. Ведь пока ты сейчас страдаешь и испытываешь эту боль, на самом-то деле это сигнал, это очевидный маркер того, что ты все еще зависим от нее. А пока ты зависишь, что-то там написываешь ей, предлагаешь куда-то отвезти, привезти, навязываешься, ты для нее слюнтяй. Никто не любит нуждающихся. Да, и здесь она может написать, и здесь она может вернуться, если все правильно сделать. Но это все временно. А больнее станет намного, намного сильнее. Та боль, которую ты испытаешь во второй раз, несоизмерима с тем состоянием, которое ты испытываешь сейчас.
Поэтому очень важно отнестись к этому вопросу серьезно. К вопросу твоего состояния и значимости бывшей девушки. Следовательно, прежде чем разрешить себе хотеть вернуть роднульку и восстановить отношения, я считаю важным сделать этот шаг, а именно уничтожить в себе эту нуждаемость. Да, это непросто, да, это не по щелчку пальца, хотя есть инструменты, которые успешно и довольно быстро тебе в этом помогут. Но сам фундамент – это твое волевое усилие. Но ты же мужчина в конце концов. Не нужно подпитывать вот эти свои переживания, накручивать их, гипертрофировать, думать, а с кем там бывшая, а почему она ушла, а что я сделал не так. Не нужно накручивать эту значимость. Она никаких дивидендов и положительных результатов нам здесь не принесет. Нужно прямо сейчас принять это решение. Она не заслуживает моих страданий. Я бы даже сказал, это несправедливо. Ведь где-то сейчас есть и ждет тебя хорошая, порядочная, кроткая девушка, которая не может обрести своего счастья, которая ждет мужчину, которому она сможет отдавать теплоту, дарить любовь, ценить то внимание и вложения, которые ты для нее делаешь. А ты страдаешь по бывшей, которая об тебя вытирает ноги? Скажи себе, признайся себе, что все то, что я поставил во главе своей нуждаемости, на самом-то деле это всего лишь внешность, красота, эмоции, гормоны. Это все чепуха, это суетно. Благодарность – вот что важно. Я гарантирую, что как только ты себе это скажешь, осознанно, всерьез, тебе в ту же минуту полегчает и перестанет ломать по бывшей. Но это только первый шаг. Это основное. Это суть. Все остальное, конечно же, индивидуально, потому что каждая история разная, типажи девушек разные, и ко всем требуется свой подход и свои приемы. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, кто-то что-то для себя подчеркнул, осознал и сделал определенные выводы. Не забываем ставить лайк и ждать следующее видео. Скоро увидимся.